Всем привет! Что на самом деле произошло за слезами Чингука на специальном концерте Джей Хоупа? Почему Тэхён посмотрел на него с выражением, которое было трудно интерпретировать? Это был просто мгновенный всплеск эмоций или старая рана, которая еще не зажила и которая была скрыта от фанатов? Весь мир ARMY был потрясен моментом, когда Чингук внезапно пролил слезы посреди своего выступления. Не только этот плач был трогательным, но и выражение лица Тэхёна, которое резко изменилось в одно мгновение, добавило неразрешимой головоломки. Было ли это связано с военной службой, которую они только что закончили? Или есть большие новости, которые все еще держатся в секрете? Несколько дней назад на специальном концерте Джей Хоупа Чингук выглядел очень эмоциональным перед тем, как спеть песню. Его глаза были слезящимися, голос почти срывался, и камера все четко запечатлела. Еще более удивительным было то, что Тэхин, который обычно всегда рядом, чтобы утешить Чингука в его уязвимые моменты, на этот раз решил промолчать. Что на самом деле происходит? С самого начала концерта аура Чингука была другой. Его взгляд был не таким ярким, как обычно, а улыбка выглядела натянутой. Присутствовавшие фанаты сразу почувствовали странное настроение. Однако никто из них не ожидал, что 26-летний мужчина будет плакать перед тысячами пар глаз. В чем именно заключался смысл песни, которую он исполнял? Была ли это песня, полная воспоминаний, или новая песня, содержащая скрытое послание? Некоторые армии подозревали, что это была песня «The Astronaut», песня с глубоким смыслом о путешествиях и разлуке. Другие предполагали, что это была новая песня, возможно, сольный проект или секретное сотрудничество, которое они держали в секрете. Но больше всего запомнилась реакция Тэхена. Обычно он был первым, кто подходил, обнимал и утешал Чингука. Но в тот вечер он просто молчал. Выражение его лица изменилось, появилась грусть, беспокойство и что-то, что он скрывал. Некоторые внимательные фанаты даже заметили момент, когда Тэхён сделал глубокий вдох, а затем отвернулся. Что он знал? Чего мы не знали? Чингук и Тэхён только что закончили военную службу. Хотя они могут казаться хорошими на камеру, кто знает, что они чувствуют на самом деле. Знаменитый психолог однажды сказал, что военная служба может оставить скрытую эмоциональную травму, особенно для знаменитостей, которые годами жили в центре внимания. А Чингук, который, как известно, перфекционист и чувствительный человек, все еще может бороться с огромным давлением своего возвращения. Некоторые армии заметили, что после возвращения со службы Чингука чаще видят тихим и задумчивым. Есть ли тяжелая ноша, которую он несет в одиночку? Это касается будущего BTS? Так почему же Тэхён кажется таким затронутым? Знает ли он что-то, чего не знает публика? Начинают появляться теории. Некоторые предполагают, что это связано с контрактом BTS с HYBE, или, возможно, будет объявлено важное решение, кто-то из них начнет новую главу. Это признак расставания. Ясно одно, поведение Тэхёна необычно. Он всегда был открытым и любящим человеком. Если он решил ничего не сказать в тот день, может быть, потому, что было что-то большее, чем просто концерт. После того, как видео плачущего Чингука стало вирусным, социальные сети взорвались предположениями. Поклонники со всего мира пытались интерпретировать каждое выражение, каждый жест и каждое невысказанное слово. Аналитик корейской индустрии развлечений сказал: «Больше чем, это может быть простой эмоциональный момент, но это также может быть признаком больших перемен. BTS сейчас находится на решающем поворотном этапе». ARMY удалось узнать одно: песня, которая заставила Чингука плакать в ту ночь, была «Hok Me». Старая песня с душераздирающими словами. «Больше чем, мне просто нужно объятие, кто-то, кто понимает, не говоря многого». Это был настоящий плач Чингука. И это не остановило фанатов. Фанаты обнаружили, что перед выходом на сцену Тэхён что-то прошептал Чингуку на ухо. Выражение его лица было серьезным, даже немного напряженным. О чем они говорили? Вскоре после этого HYBE выпустили короткое заявление.
Больше чем, Чингук чувствует себя хорошо. Его плач был просто всплеском эмоций по поводу песни, которая много для него значит. Однако, поскольку это было слишком быстро, разъяснение на самом деле вызвало больше вопросов. Обычно HYBE довольно долго молчат, прежде чем заговорить. Является ли это признаком того, что они пытаются что-то скрыть? Один из инсайдеров индустрии даже сказал: больше чем BTS готовят что-то. Это необычный концерт. Чингук, возможно, еще не готов эмоционально. Отношения Тэхёна и Чингука всегда изображались как близкие и искренние. Однако после возвращения из армии они казались немного отстраненными. Не враждебными, но более осторожными. На концерте Хопи, когда Чингук плакал, Тэхён не сразу подошел к нему, как обычно. Вместо этого он отстранился. Является ли это признаком зрелости? Или есть эмоциональная дистанция, которую еще предстоит преодолеть? Многие считают, это переходный этап. Один музыкальный аналитик даже сказал: больше чем слезы Чингука – символ перемен. Возможно, мы наблюдаем начало новой главы для BTS. Интересно, что другие участники BTS, такие как Чимин, Джин и RM, не комментировали в социальных сетях. Обычно они оказывали поддержку или даже отпускали легкие шутки. Но на этот раз все предпочли промолчать. Знаменитый психолог пришел к выводу: больше чем такие слезы – это не слабость. Это доказательство того, что кто-то осмеливается честно говорить о своих чувствах. А в такой жесткой индустрии, как поп, это невероятное мужество. Теперь самый большой вопрос для ARMY – это уже не просто «что случилось», а «что будет дальше?». Приготовьтесь к большому сюрпризу. По слухам, BTS скоро сделают официальное заявление. Будет ли это о новом альбоме? Мировом турне? Или временном разрыве? Что бы это ни было, одно можно сказать наверняка. За слезками и молчанием скрывается более глубокая история, та, которая либо объединит, либо потрясет сердце миллионов фанатов по всему миру. И, возможно, пришло время нам, ARMY, ответить им взаимностью. С доверием. С терпением. И с невидимыми объятиями со всех уголков земного шара.